Здравствуйте, мои дорогие! Я посмотрела и подумала, вот этот пирог заливной с рыбой, который я вам недавно показывала, вам очень понравился. Решила поделиться с вами еще одной историей такой рыбной запеканки. Дело в том, что когда я покупаю лосось или какую-то рыбу на засолку, еще что-то, когда мне нужно ее разделать, обычно есть какие-то остатки, обрезки. Я эти обрезки собираю, сразу нарезав вот на такие небольшие кусочки. И когда какое-то количество у меня уже есть, я делаю очень вкусную, классную запеканку. И для этой запеканки вообще на самом деле продуктов практически никаких не нужно. Остатки рыбы, вот эти обрезки, которые вы накопили, репчатый лук, красный перец и майонез. Сегодня у меня тоже остатки. И что нам нужно сделать, это нарезать перец с соломкой, лук тоже пополам. У меня вот осталась какая-то завалящаяся пол-луковицы, и 2 возьму целых, но лук я люблю, и вы об этом знаете. Итак, нарезаем лук, так же как лук нарезаем перец, все в одну емкость. И заливаем это все майонезом. Очень люблю на самом деле эти мягкие пачки, потому что из них можно выдавить все практически до последней капли. У меня остатки майонеза разной жирности. Вот этот 67%. И второй такой же, но 72%. Чем жирнее в этой истории, тем вкуснее. Все это хорошо перемешиваем. Вот эту массу я не солю и не перчу. И луку, и перцу вкус даст майонез. На мой взгляд, этого достаточно. Но если вам соли мало и хочется каких-то специй, вы можете, конечно же, добавить. Вот такой салатик получился. Кстати, его можно тоже вполне себе есть просто так. Это реально вкусно. Форма для запекания. Выкладываем в один слой наш получившийся салат. Добавляем слой рыбы, распределяем ее. Рыбу можно взять вообще любую. Можете взять какую-то дешевую, дорогую, но здесь нет никаких предпочтений. Что любите, то и делайте. Хотите, возьмите треску, хотите, возьмите какую-то принцессу Нила. Хотите, окуня возьмите. То есть все, что есть у вас под рукой, у меня вот под рукой часто скапливаются вот такие вкусные обрезки. А вот слой рыбы я посолю и поперчу. У меня обычно всегда в какой-нибудь солоночке есть смесь соли и перца. И остатки салата выкладываем наверх. Все, мои дорогие, я обещала вам минимум продуктов, а я слово держу. 180 градусов духовка, режим вверх-вниз, примерно на 40 минут. Через 40 минут встретимся. Ну что ж, вот рыбка наша готова. Скоро можно будет пробовать. Чуть-чуть дам остыть. Никакого сыра здесь нет, поэтому мы получаем рыбу с овощами. Ну вот как это правильно назвать? Запеканка, не запеканка. Ну, оно же запекалось, значит, пусть будет запеканка. Вот как-то так это все получается. Овощи отдали свой сок, пропитали рыбу. В общем, это нереальная вкуснятина. Признаюсь вам сразу и честно, я люблю запеченный лук, я люблю запеченный перец, ну и, соответственно, рыбу запеченную я тоже очень-очень люблю. Из-за того, что там много сока, рыба такая напитанная, она, знаете, не вареная, не запеченная, напитана этими соками от лука и перца. Лук и перец, они не полностью такие пропекшиеся, а чуть более чем аль денте, так скажем. То есть вкус чувствуется, форма осталась такая, какая она и была. И если вы такой же любитель перца и лука, как я, это реально вкусно. То готовьте, вам это понравится.
Если вы не любите так запеченное, чтобы вам надо, чтобы запеклось до конца, до совсем мягкости, то сначала запеките под крышкой, потом откройте, дайте какой-нибудь цвет. Что касается всех других овощей, конечно, я не могу вам запретить их добавлять. Но если будете добавлять картошку, то немного ее отварите предварительно. Если будете добавлять какой-то кабачок, баклажан, еще что-то, не знаю, что вы хотите добавить, поиграйте со временем запекания, потому что время запекания у этих продуктов у всех разное. Ну и если вы, конечно, любитель сыра, то можете посыпать все это сыром. Мне нравится так, я ем с удовольствием вот именно в этом исполнении. Перец, лук, майонез и рыба, и мне хорошо. Как вам, не знаю. А вы готовьте, готовьте с удовольствием, кормите друзей, родных, близких. И пусть в вашем доме всегда будет хорошее, вкусное настроение. Пока.